Вы на канале Заметки жизни и я, Игорь Дейкун. Здравствуйте. В этом сюжете я продолжу рассказ о достопримечательностях искусства, науки и культуры района Королевской площади и Мюнхенского арт-квартала. Временной рубеж, на котором заканчивается коллекция новой пинакотеки начала 20 века, подхватывают коллекции пинакотеки современного искусства или пинакотеки модерн, в которую входят 4 независимых собрания, находящиеся под одной крышей. Это коллекция современного искусства, государственная графическая коллекция, о которой я рассказывал в сюжете о Королевской площади, музей архитектуры Технического университета Мюнхена и музей дизайна. Связующим звеном между пинакотеками выступает парк скульптур «Пинакотек», о котором шла речь в предыдущем сюжете, с его монументальной скульптурой «В поисках света 2» испано-баскского скульптора и графика Эдуардо Челиды, одного из известнейших скульпторов 20 века в жанре масштабной скульптуры с объемными конструкциями. Это вторая в серии из 4 работ с тем же названием, установленных в разных местах мира. А прямо у входа в галерею вас встречает конструкция, похожая на летающую тарелку – Футура Хаус. Дом Футура, выполненный в стиле визионерской архитектуры финским архитектором Матти Suurоненом, воплощает футуристическую эстетику своей эпохи и впечатляет своей нестареющей формой, одновременно ностальгической и современной. Матти Suurонен разработал Футура как проект горного приюта, лыжной хижины, легко транспортируемой вертолетом на место установки, с оптимальной изолированной энергоэффективной поверхностью, создав культовый дизайн космической эры. Сейчас Футура Хаус сочетает в себе и выставочное пространство, и арт-объект, предоставляя возможность погрузиться в мир 60-х годов 20 века и проникнуться идеями и надеждами того времени. Пинакотека современного искусства, открытая в 2002 году, создана по проекту архитектора Штефана Браунфельса в стиле модернизма конца 20 века, который часто называют белый минимализм или неомодернизм. Здание построено на строгом взаимодействии простых геометрических форм – куба, цилиндра и прямой линии. В этом прослеживается влияние идеи Ле Корбюзье и школы Баухаус. Одной из главных черт здания является использование света как одного из основных составляющих интерьера здания. Огромный стеклянный купол над центральной ротондой заливает пространство естественным светом, делая бетонные конструкции визуально легкими. Выполненное из гладкого, светлого, монолитного бетона без декора здание подчеркивает концепцию здания фона, которое не должно доминировать над искусством, находящимся внутри, а лишь создавать идеальную среду для его восприятия, создавая ощущение воздуха и свободы. Центральный вестибюль ротонда выступает связующим звеном 4 независимых музеев в единое целое, а через огромные стеклянные фасады и открытую ротонду оно соединяется с окружающими парками и соседними музеями, превращая пинакотеку из закрытого хранилища в открытое городское пространство. Архитектор Стефан Браунфельс, правнук известного немецкого скульптора конца 19-го, начала 20 века Адольфа фон Хиндельбранда, автора известного мюнхенского фонтана Виттельсбаха и внук композитора Вальтера Браунфельса. Коллекция современного искусства пинакотеки представляет собой произведения живописи, скульптуры, фото, инсталляции, видео, новые медиа от классического модернизма до искусства настоящего времени. Представлены все направления современного искусства, включая экспрессионизм, футуризм, фавизм, кубизм, новую объективность, Баухаус, сюрреализм, поп-арт, минимализм. Коллекция состоит из более чем 20 тысяч работ, представленных в 35 залах. Имена многих творцов хорошо известны благодаря средствам массовой информации. Многих знает только небольшой круг любителей и искусствоведов. Но все они внесли свой вклад в нашу современную культурную среду. И с их творением мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. Например, если вы смотрите на мотивы обоев в современных домах и сравниваете с образцами 17-19 веков, вы увидите, как разительно они изменились. Отличается и колорит, появилась абстракция в сюжетах. Или световая подсветка зданий и сооружений в современных городах. Все это благодаря усилиям именно художников современного искусства с их исканиями в передаче цвета, формы, объема. Среди известных имен Анри Матисс, Робер Делане, Жорж Гросс, Франц Марк, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Хироши Сугимото, Саманта Тейлор-Джонс, та самая, что сняла известный фильм «50 оттенков серого», Энди Уорхол и много других. Если в старой и новой пинакотеках представлены картины и скульптуры, то в пинакотеке модерн есть и вот такие движущиеся инсталляции.
Государственная графическая коллекция, расположенная в этом же здании, насчитывает около 400 тысяч произведений графики и гравюры от 15 века до наших дней. Об этой коллекции я рассказывал в сюжете о Королевской площади. Фонды графической коллекции располагаются в административном здании рядом с Кёнигплац. А выставки с 2002 года проводятся в основном в специально отведенных залах Пинакотеки современного искусства. Коллекция насчитывает приблизительно 350 тысяч гравюр и более 50 тысяч рисунков, включая работы более полусотни известных художников, в том числе Альбрехта Дюрера, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Винсента ван Гога, Эль Греко, Лео фон Кленца, Макса Либермана, Густава Клинта, Эдуарда Мане, Анри Матисса, Пабло Пикассо и многих других. Из-за светочувствительности произведений искусства коллекции она выставляется в специально оборудованных залах. Еще не было названия, а этому направлению в Мюнхене в 1925 году уже создали музей, получивший название «Новая коллекция». Иногда использовалась и отдел прикладного искусства. Музей дизайна. Считается первым в мире музеем дизайна задолго до того, как появился сам термин. Музей, расположенный в Пинакотеке Модерн, насчитывает около 120 тысяч экспонатов и является крупнейшей в мире коллекцией предметов дизайна. В состав музея входит экспозиция Ротонды Даннера, где представлены работы более 100 ювелиров со всего мира, созданная на основе коллекции фонда Даннера и поддерживаемая им, а также частных пожертвований и даров отдельных ювелиров. Это дизайнерские работы, представляющие новые концепции в ювелирном искусстве. В музее дизайна обширная коллекция концептов велосипедов. Если посмотреть на теперешние велосипеды, на которых ездят спортсмены на соревнованиях, то становится ясно, что все эти разработки уже воплощены в жизнь. А мотоциклы? Они не выглядят теперь как-то футуристически. Мотоциклы как мотоциклы, но разве что кроме этого. Но вполне возможно и дизайн этой модели скоро станет обыденностью, как стали повседневными вот эти некогда концепты автомобилей, или чайников, или изделий из стекла. Или не получивший широкого развития в 70-х годах 20 века проект модульного дома от создателя футера архитектора Матти Суоронена Вентура Хаус. Этот концепт реализовывается сейчас Илоном Маском на основании новых материалов, технологий и возможностей в проекте Tesla Tiny House, который, если реализуется полностью, может произвести революцию в жилой среде уже всего человечества. Для послевоенной Украины при правильной поддержке государства это был бы идеальный вариант. И еще один музей находится под крышей Пинакотеки современного искусства. Музей архитектуры Технического университета Мюнхена, посвященный истории архитектуры. Сразу скажу, это музей на любителя. Это самая большая специализированная коллекция архитектурных материалов в Германии. Фонды музея содержат документы 16 века по настоящее время. Коллекция продолжает расти за счет приобретения наследства выдающихся архитекторов. Сегодня архив музея насчитывает около 500 тысяч чертежей и планов, почти 700 архитекторов, более 100 тысяч оригинальных фотографий, а также множество моделей и архивных материалов. Музей ведет оцифровку своей коллекции чертежей. Вот, например, это нереализованный проект архитектора Густава Гзенгера 1930 года, театра на 4000 зрителей в Харькове. У музея архитектуры нет постоянной экспозиции. Вместо этого проводятся тематические сменные выставки. Вот такая она Пинакотека современного искусства, отражающая весь спектр жанров, стилей и направлений искусства современности. Завершает островок современного искусства в мюнхенском арт-квартале музей Брандхорст и Турецкие ворота, расположенные рядом с Пинакотекой Модерн. После реставрации турецких ворот в них находится скульптура «Большая красная сфера».
Гранитная сфера весом 25 тонн была создана в 2002 году скульптором Вальтером де Марии. Музей Брандхорст, построенный в стиле минимализма, с многоцветным фасадом, состоящим из 36 тысяч вертикальных керамических глазурованных плиток 23 различных цветов, создан архитектурным агентством Sauerbruch Hatten из Берлина. Отличительной особенностью агентства является использование в проектах по всей Европе цветных строительных материалов, керамики, стекла. Внутренний дизайн здания основан на рассеянном дневном или искусственном свете в сочетании с белыми стенами и дубовым полом холодно-бежевого оттенка, так называемого датского дуба, визуально значительно расширяющее пространство. Из датского дуба выполнены и лестницы. Коллекция музея состоит из более 700 произведений современного искусства. Основу коллекции составляет частное собрание внучки основателя химического концерна Хенкель Аннеты Брандхорст и ее мужа Удо Брандхорста. И сейчас поддерживается и пополняется за счет средств фонда их имени. Помимо предметов изобразительного искусства в состав коллекции входит и 112 иллюстрированных книг Пабло Пикассо. Коллекцию составляет произведения классического модернизма, представляющие различные художественные направления: дадаизм, абстракционизм, поп-арт, экспрессионизм, сюрреализм, капиталистический реализм, итальянское движение арте повера, бедное искусство и другие. Это работы мастеров, оказавших значительное влияние на развитие искусства после 1945 года. В частности, работы Йозефа Бойса, Марио Мерца, Яниса Кунеллиса, Георга Базелица, Франческо Клементе, Герхарда Рихтера, Брюса Наумана, Жан-Мишеля Баския, Майкла Келли, Зигмара Польке, Брайана Кларка, Джона Чемберлена, Роберта Гоббера, Эрика Фишля, Алекса Каца, Дэмина Херста и многих других. Особое место в коллекции составляют работы американских художников Сая Твомбли и Энди Уорхола, более 61 и около 100 работ второго соответственно, что делает ее крупнейшим собранием их работ за пределами США. Один из залов музея неправильной формы был создан специально для размещения монументального цикла работ Твомбли «Лепанто». Серия, состоящая из 12 картин, посвящена морскому сражению 1571 года между Османским флотом и флотами Священной Лиги. Отдельный зал посвящен серии без названия «Розы». Здесь же выставлены и скульптурные работы Сая Твомбли. Произведения Энди Уорхола, Андрея Вархолы, происходящего из семьи закарпатских русин, размещены по всей экспозиции музея. Прямо напротив пинакотеки современного искусства, через лужайку, между двух корпусов Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, находится музей минералогии Мюнхена. Музей обладает одной из крупнейших в Германии коллекций минералов. Коллекция насчитывает 100 тысяч экспонатов, включая алмазы, изумруды и другие драгоценные камни, минералы из Альпийского региона и баварских рудных месторождений. Среди экспонатов представлены драгоценные камни, такие как изумруд Лейхтенберга и алмаз короля Людвига в кимберлитовой породе, а также метеориты с Марса и Луны, включая 285-килограммовый железный метеорит из Намибии, к которому посетителям разрешено прикасаться. Некоторые экспонаты находятся в коллекции с момента основания и имеют почетные старые этикетки, как вот этот нефрит, священный камень Китая и Мезоамерики, где он стоил дороже золота. Турмалин, его способность электризоваться при нагревании и трении, а также генерировать инфракрасное излучение, свойство вырабатывать микротоки и тепло, делают его ценным в эзотерике и медицине. Аметист – это самая ценная и дорогая разновидность кварца. В эзотерике считается символом душевного покоя, мира и искренности. В практиках используется для усиления интуиции и защиты от негативной энергии. А это кварц из Арканзаса, друза кварца и перита из Перу, кристалл-гора. Есть и такой кварцевый монумент. Вот этот агат в виде картины из Бразилии, а этот из Германии. Многими любимый тигровый глаз из Южной Африки. Эти чудесные кристаллы – гипс. И это тоже гипс. Знаменитые розы пустыни. Кальцитовый кристалл на сфалерите. Кто бы отказался от такого стола, столешница которого изготовлена из окаменевшего дерева?
Я бы так точно нет. Это не знаменитый лейхтенбергский изумруд, но не менее ценный. Изумруд в породе из китайской провинции Юньнань. Посмотрите, как он красив даже в природном виде. Для любителей камней это настоящий рай. В художественном квартале Мюнхена, помимо музея минералогии, есть еще один музей, посвященный наукам о Земле, а конкретно ее истории – палеонтологический музей. Расположен музей рядом с галереей Ленбаха, в здании в стиле необарокко с аркадным двором, построенном в 1899-1902 годах по проекту архитектора Леонарда Ромейса, отца немецкого скульптора Карла Ромейса. Палеонтологический музей – это уже рай для всех любителей парка юрского периода. А посмотреть здесь есть что. Огромное количество интересных артефактов. И, конечно, звезды коллекции. Мюльдорфский древний слон, гомфотерий, ископаемый предок современных слонов, живший в эпоху Миоцена. Это один из самых известных и хорошо сохранившихся остатков доисторических слонов, найденных в Европе. Остатки древнего слона, обнаруженные рыбаком в 1971 году в песчаных отложениях реки Inn в районе города Мюльдорф в Баварии, составляют почти полный скелет. Исследования показали, что они имеют возраст от 13 до 11 миллионов лет. На момент своей гибели в возрасте 50 лет рост гомфотерия в холке составлял высоту более 3 метров. Это самый крупный экземпляр этого вида из когда-либо найденных. Главное отличие гомфотерия от современных слонов – 2 пары бивней. Одна пара на верхней челюсти и одна на удлиненной нижней. К тому же, в отличие от современных слонов, верхние бивни были покрыты слоем эмали, а хобот был короткий, как у современных тапиров. Платиозавр – крупнейший динозавр, найденный в Баварии, в районе города Эллинген, Средняя Франкония. Платиозавр и его близкие родственники были одними из первых динозавров, успешно распространившихся по всему миру в триасовом периоде, приблизительно от 252 до 201 миллиона лет назад. Они были первыми крупными травоядными динозаврами и одними из первых крупных животных своего времени. Их потомки зауроподы достигли гигантских размеров в юрском и меловом периодах, с длиной до 40 метров и весом более 70 тонн, и были самыми крупными животными, когда-либо обитавшими на суше. Останки этого платиозавра возрастом приблизительно 225 миллионов лет периода Верхнего Триаса. Всего в мире было найдено 14 ископаемых останков археоптерикса и одно перо, которое, возможно, принадлежало ему. Все ископаемые останки, в том числе и знаменитый берлинский археоптерикс из школьных учебников, происходят из верхнеюрских известняковых отложений, разрабатывавшихся на протяжении веков вручную недалеко от баварского городка Зольнхофен. Один из них, так называемый мюнхенский экземпляр археоптерикса, находится в палеонтологическом музее. В отдельной витрине помещены основная пластина и контрпластина. На основной пластине исключительно хорошо, почти полностью сохранились кости скелета, а на контрпластине четкие отпечатки перьев. Из-за детальной сохранности черепа, челюсти и хвоста этой ранней птицы размером с сороку, мюнхенский экземпляр археоптерикса является одним из значимых в изучении ранней эволюции птиц. Среди экспонатов музея рыбы юрского периода, отпечатки древних растений, насекомые с невероятной детализацией, аммониты, череп трицераптоса, морская рептилия ихтиозавр и много других интереснейших объектов. И над всем этим многообразием атриуме, как в доисторические времена, парит гигантский птерозавр – Птеродон лонгицепс, из отложений теплого мелководного моря мелового периода, плескавшегося приблизительно от 86 до 72 миллионов лет назад на территории теперешнего западного Канзаса в США. Если кто-то детально интересуется историей Земли, этапами ее развития и развития форм жизни во всем ее многообразии, я отсылаю вас к своему сюжету «Хронология Земли», где любители смогут бесплатно скачать и богатую иллюстрациями одноименную книгу. В 3 своих сюжетах-заметках я постарался максимально сжато рассказать о культурных сокровищах района Королевской площади и художественного квартала Мюнхена, чтобы у вас сложилось свое представление, а у многих и появилось желание посетить их. Если вам понравилось,
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. До свидания.